Привет, меня зовут Евгений, и сегодня я расскажу, как передавать информацию из AMO CRM в Яндекс.Почту. Это нужно, чтобы в автоматическом режиме передавать информацию из AMO CRM в другие системы. Например, через Яндекс.Почту вести учет новых сделок. Удобно хранить и всячески взаимодействовать с ней в дальнейшем. А теперь давайте перейдем к настройке. Для начала необходимо создать новую связь. Далее необходимо выбрать систему источника данных AMO CRM. Теперь необходимо указать действие. Выбираем «Загрузить сделки по статусу» – новые. На этом этапе вам необходимо подключить ваш аккаунт AMO CRM к системе Apex Drive. Вводим ваш логин и пароль от аккаунта. Предоставляем доступ к Apex Drive. Когда подключенный аккаунт отобразился в списке, выбираем его и нажимаем «Продолжить». На этом этапе вы можете выбрать воронку заказов. На этом этапе вы можете настроить фильтр данных. Сейчас в этом необходимости нет, поэтому просто кликаем «Продолжить». На этом этапе вы видите данные из AMO CRM. Если на этом этапе данных нет, попробуйте повторить действия, описанные выше. Если вас все устраивает, кликаем «Далее». Настройка источника данных AMO CRM успешно завершена. Теперь необходимо перейти к настройке приема данных. В качестве системы выбираем Яндекс.Почту. Далее необходимо указать действие. Выбираем «Отправить письмо». На этом этапе вам необходимо подключить ваш аккаунт Яндекс.Почты к системе Apex Drive. Первым делом мы должны зайти на наш аккаунт Яндекс.Почты и открыть настройки. Находим в настройках вкладку «Почтовые программы» и нажимаем на нее. Ставим галочку на первом пункте. Здесь выбираем портальный пароль. Сохраняем изменения и возвращаемся в Apex Drive. Вводим ваш логин и пароль от Яндекс.Почты. Когда подключенный аккаунт отобразился в списке, выбираем его и нажимаем «Продолжить». На этом этапе вам необходимо заполнить поля Яндекс.Почты данными из AMO CRM. Для того, чтобы добавить переменную, кликните в поле и выберите ее из выпадающего списка. Обратите внимание, вы можете не только добавлять переменные, но и прописывать значения вручную. Для того, чтобы перейти на следующую строку, используйте Enter. Когда все необходимые поля назначены, кликаем «Продолжить». Теперь вы видите пример данных, которые будут отправляться в Яндекс.Почту. Для того, чтобы проверить корректность настройки, кликаем «Отправить тестовые данные в Яндекс.Почту». Переходим в Яндекс.Почту и проверяем результат. Если вас все устраивает, возвращаемся к настройке связи. На этом этапе настройка приема данных завершена. Далее необходимо включить автообновление и выбрать интервал срабатывания связи, например, 1 раз в 5 минут. На этом все. Желаю вам успешных настроек интеграции и удачи!